Привет. Недавно мне задали вопрос. Какая еда более здоровая, рис или пшеница? Очевидно, что автор вопроса видел не так уж много моих роликов о кето, но я расскажу вам, что полезнее для здоровья. Давайте поговорим о белом рисе и белой муке. Итак, у белого риса убрана шелуха, самая внешняя оболочка. У него убрана и следующая, отрубевая оболочка, а также зародыш, то есть остались одни углеводы. Гликемический индекс белого риса 77. Это много. Одна из проблем при употреблении белого риса в том, что у человека развивается бери-бери, дефицит B1. Белый рис истощает запасы не только B1, но и других витаминов группы В. Но B1 больше всего, создается сильный дефицит. Бери-бери — неврологическое заболевание. Оно вызывает множество проблем с нервами, например, неврит. Поэтому, если у вас боли, связанные с нервами, проверьтесь на дефицит B1. Это очень важный витамин. Его дефицит приводит к отекам, опухлостям, учащенному сердцебиению, проблемам с памятью и множеству проблем с сахаром в крови. У меня на канале много видео о дефиците B1. Поэтому рис обогащают синтетическим B1, B2 и B3, фолиевой кислотой и железом. Сначала убирают все на свете, потом немного добавляют обратно. Добавляют синтетику, но она помогает предотвратить бери-бери. Теперь поговорим о буром рисе. Что это за рис такой? Это все тот же белый рис. У него убрана шелуха, но оставлены отруби и зародыш. Этот рис менее очищенный. С этого риса снята только самая внешняя оболочка. И его гликемический индекс 68, лучше, чем у белого. Теперь давайте рассмотрим дикий рис. На диком рисе остались шелуха, отруби и зародыш. В нем гораздо больше нутриентов, его гликемический индекс 52. Гораздо меньше, чем у этих двух. Теперь обсудим белую муку. Для ее получения удаляют отруби, то есть клетчатку. Удаляют зародыши, отдают вам только эндосперм, а это сплошные углеводы. Белая мука, как белый рис, в том, что касается содержания углеводов. У нее высокий гликемический индекс — 77, и никаких нутриентов, поэтому ее обогащают синтетическими добавками — железом, фолиевой кислотой, B1, B2 и B3. Теперь цельнозерновая мука, гликемический индекс 72. В ней есть отруби, то есть клетчатка, зародыш и вот тут углеводы. Но смесь называют цельнозерновой, если в ней от 51% такой муки. Значит, смесь может на 49% состоять из белой муки, но все равно считаться цельнозерновой. Не все об этом знают. В пшенице немного больше кальция, витамина В3 и цинка. В рисе меньше кальция, но больше фолиевой кислоты. Конечно же, в диком рисе больше питательных веществ, чем в белом. Так что нужно понимать, о каком рисе мы говорим. Далее, в рисе нет глютена. В пшенице глютен есть. Очень многие люди страдают либо аллергией на глютен, либо непереносимостью глютена. Они с глютеном не дружат. Глютен создает уйму проблем с пищеварением. Далее, в рисе есть фитиновая кислота. Конечно, не в белом рисе, потому что фитиновая кислота содержится в отрубях и шелухе. Фитиновая кислота — хелатор. Она выводит микроэлементы и мешает их усвоению. Фитиновая кислота — это своего рода антинутриент. Также это мощный антиоксидант. У меня есть видео о ней. Некоторым можно принимать ее как добавку, чтобы вывести железо или понизить его содержание в организме. Еще у нее есть интересные свойства. Она помогает бороться с раком, однако она блокирует микроэлементы. Фитиновая кислота есть и в рисе, и в пшенице. Но ее меньше в белом рисе и в очищенной белой муке, потому что в основном она в отрубях и шелухе. Далее, лектины. Это такие соединения. Некоторые люди к ним чувствительны. Это защитный механизм семян. Лектины есть и в рисе, и в пшенице. Но вот ведь какая проблема. Вы думаете, буду есть белый рис, потому что он здоровее. Нет, от него у вас подскочит сахар. Ладно, тогда бурый рис или дикий рис. Но если вы живете в США, учтите, что в 60% проверенных образцов нашли следы мышьяка. Он попадает в рис из пестицидов и даже из куриного навоза. Все это из почвы попадает в рис. Такие дела, мышьяк ядовит, вы это знаете.
В пшенице мышьяка нет, в ней есть глифосат. Пшеницу опыляют химикатом Roundup Ready, это гербицид. Так что же лучше, мышьяк или глифосат? Если проращивать зерна, замачивать их или ферментировать, это понизит содержание фитиновой кислоты и лектинов. Если выбирать, что меньше вредит здоровью, я бы выбрал дикий рис. Но если вы на кето-диете, вам не стоит есть рис вообще. Вот такие дела. Мы с вами сравнили рис с пшеницей и узнали, что у обоих есть серьезные недостатки. Я хочу поблагодарить вас за просмотр моих видео. Если вы еще не подписались на канал, подпишитесь сейчас, чтобы не пропускать новые видео.